Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео маникюра не будет, будет именно процесс наращивания при помощи слайм-гелей. Причем на одной руке я сделаю наращивание на гелевые типсы, на другой руке при помощи верхних форм с текстурой. Видео длинное, но в нем куча экспериментов и лайфхаков, поэтому если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Для начала давайте посмотрим, как продержалось мое предыдущее наращивание. Кто смотрел видео, помнит, что там также был эксперимент. Вот этот переход от гелевого типса к натуральному ногтю мы не спиливали, а размачивали при помощи ацетоносодержащей жидкости. И как вы видите, все ноготки на месте, никаких отслоек вдоль линии кутикулы нет, то есть эксперимент прошел удачно. Также напомню, что на правой руке цветное покрытие мы делали при помощи неоновых пигментов с внутренней стороны гелевых типс. На обоих ручках дизайны были выполнены как с внутренней, так и с внешней стороны именно гелевых типс. 6 недель я проходила с этим наращиванием и дальше бы ходила, если бы на правой руке вот меня не смущала вот эта отросшая часть ногтевой пластины. Кстати, тут вот я показываю то, что гелевые стемпинг-слайдеры, которые мы также с вами крепили, отлично держатся и никак никуда не отслаиваются и не затираются. На правой руке свободный край у меня постоянно затирается из-за частого контакта с ацетоносодержащими жидкостями, но при этом никаких отслоек вдоль свободного края абсолютно нет. Исходя из своей практики, наращивание при помощи слайм-геля и гелевых типс проходит очень быстро и легко. И мне было, конечно же, очень интересно, насколько это легко и быстро будет не с гелевыми типсами, а с верхними формами. А тут как раз новые гелевые типсы от компании Beauty Lux и новые верхние формы со змеиной текстурой от компании Shock Me и два вида слайм-геля, которые мне очень хотелось протестировать. И тут я хочу обратить ваше внимание на то, что слайм-гели для гелевых типс отличаются от слайм-гелей для верхних форм. Они отличаются и по свойствам, и по характеристикам. То есть слайм-гель для гелевых типс не подходит для наращивания при помощи верхних форм. Соответственно, слайм-гель, который мы наращиваем при помощи верхних форм, не подойдет для гелевых типс. Во всяком случае, так заявляют сами производители, но мы же с вами на все руки мастерицы, и я на сегодняшний день могу с этим немного поспорить. Ну да ладно, это тема для другого видео, а пока вы наблюдаете подборку гелевых типс. Эти типсы ко мне пришли недавно, и свой размерный ряд я еще пока что не знала. Гелевый типс я подбираю тютелька в тютельку от одной точки в роста до другой. Если у типса не хватает арки, то я его немного поджимаю. За счет этого уже нарощенные ноготки по итогу не будут смотреться громоздко. Подборка верхних форм отличается. Тут я смотрю, чтобы между точкой в роста и внутренней стенки верхней формы был зазор. Этот зазор плюс-минус толщина выкладки материала. Как раз таки для того, чтобы точки в роста были закрыты. Тут я сама дополнительно пронумеровала каждую верхнюю форму при помощи зеленого маркера, и это на самом деле очень ускоряет и упрощает процесс подбора. На самом деле я уже давно не делаю себе наращивание при помощи верхних форм. Вот как-то остановилась я на гелевых типсах. Мне это быстро, просто, легко. И вот верхние формы лежат у меня сейчас в каком-то там далеком ящике. Но вот тут я не могла пройти мимо, и мне очень понравилось вот это вот решение верхних форм уже с текстурой. Очень надеюсь, что производители не остановятся только на змеиной шкурке. Ну что ж, гелевые типсы и верхние формы я подобрала по размеру, и теперь следующим этапом у нас идет подготовка этих самых типс и форм к работе. Гелевые типсы я установила на специальные держатели, и теперь при помощи безворсовой салфетки, смоченной в ацетоносодержащей жидкости, хорошенько протираю внутреннюю площадь гелевых типс. Этот этап и обезжирит, и немного подплавит типс, что в итоге обеспечит нам хорошую сцепку с материалом. Верхние формы я обезжириваю точно так же, но тут качество пластика абсолютно другое, поэтому воздействие ацетоном никак не повлияет на сцепку с гелевыми материалами. Верхние формы я уберу пока в сторонку и сделаю заготовки гелевых типс с внутренним дизайном.
Если вы, так же как и я, решили сделать дизайн во внутреннюю площадь гелевых типс, то в первую очередь нужно нанести тонкий слой базы. Ни строительный гель, ни полигель, ни гель-лак не обладают такими адгезивными способностями, как гель базы. Именно поэтому нам и нужен этот слой. Но имейте в виду, что он должен быть очень тонким. Именно поэтому я беру стороннюю кисточку и практически втирающим слоем выкладываю материал. Внутренний дизайн вы можете делать чем угодно – втирками, пигментами, лаками для стемпинга, гель-лаками, гель-красками. Самое главное – на гелевый типс изначально нанести тонкий слой гель-базы. После полимеризации образовался дисперсионный слой, и вот как раз-таки к нему очень хорошо прилипают силиконовые вкладки для создания такого дизайна, как френч. Все верно, во внутреннюю площадь гелевых типс точно так же, как и в верхние формы, можно вставлять эти самые силиконовые вкладки. С внешней стороны гелевых типс я поставила такую небольшую точку маркером. Это у меня своего рода ориентир высоты улыбки. Тут самое главное установить силиконовую вкладку симметрично относительно центральной оси гелевого типса. В противном случае усы у вашего френча будут разные. Вкладку фиксирую специальным зажимом. Если нет зажима, можно использовать обратный пинцет. Заготовки гелевых типс и верхних форм я делаю конвейерным способом. Это заметно упрощает процесс работы. Мало того, этот процесс намного быстрее протекает. Такие заготовки с дизайнами можно делать как для себя, так и для клиентов. И примечательно то, что вы их делаете не на руках, а практически на типсах, что во многом упрощает задачу. Улыбку решила сделать лавандового цвета. Взяла пигментированный гель-лак от компании Beauty Lux. Это их серия LX. Но, как вы понимаете, тут можно использовать абсолютно любой гель-лак, гель-краску с абсолютно любым эффектом, будь то эффект кошачьего глаза, либо витражный эффект. В общем, все, что вы захотите. Тут, как вы сами можете видеть, я особо не стараюсь. Кисточкой я даже вот где-то там вот по молду там базюкаю. Самое главное прокрасить усы хорошо и ну вот свободный край и не оставить проплешин. При этом старайтесь выкладывать все-таки не толстый слой, а как можно тоньше. После полимеризации вынимаю силиконовую вкладку, и вот если у меня на этой вкладке остался где-то заполимеризованный гель-лак, то о липкую сторону скотча я просто очищаю. Вот таким вот образом. Следующим этапом я беру слайм-гель от компании Beauty Lux именно для гелевых типс. В видео с распаковкой я показывала и рассказывала, что данный слайм-гель по консистенции немного отличается от привычных уже нам слайм-гелей. Но после полимеризации он абсолютно такой же, как и его собратья. Если вдруг вам попадется такой слайм-гель, который по консистенции не как вот жвачка, а просто вот как такой вязкий густой гель, то его можно абсолютно спокойно приструнить при помощи воды. Просто пальчики смачиваю в воде, и тогда он уже не так прилипает. Набирать слайм-гель из баночки я все-таки рекомендую торцом типса. Таким образом вы просто минимализируете образование воздушных прослоек. Этот цвет слайм-геля я заказала именно для френча. Цвет вот просто, ну вот чуть ли не один в один, как натуральная ногтевая пластина. Сам цвет в баночке выглядит ну таким насыщенным, но по итогу при выкладке он, знаете, такой вот полупрозрачный. Когда я выкладывала слайм-гель в типсы, мне все нравилось, но на самом деле тут я допустила ошибку. Дело в том, что мое родное ногтевое ложе короче, чем то, которое я, собственно, выкладываю. Соответственно, так как материал полупрозрачный, в итоге он будет просвечивать. Конечно же, я выкрутилась из ситуации, но об этом чуть позднее. По поводу выкладки я просто тяну материал слайм-гель к линии улыбки. Бортик от гель-лака помогает мне сориентироваться и не загнать материал дальше. Вот, собственно, и все. Заготовки гелевых типс готовы. Откладываю в сторону и начинаю делать заготовки верхних форм с дизайном.
Тут немного нестандартный подход. Во внутреннюю часть гелевых типс я наношу праймер. В данном случае у меня праймер от компании Beauty Lux. У него очень хороший липкий слой. Напомню, что до этого момента с верхними формами я абсолютно ничего не делала, просто обезжирила их с внутренней стороны. Праймер по консистенции жидкий, он легко распределяется. Тут самое главное, чтобы вот каждый участок был им заполнен. Дальше мне понадобится втирка. У меня, знаете, такая зеленовато-желто-сиреневая фракция тут, ну, крупная. Не могу сказать, что это прям какая-то такая порошкообразная втирка. И вот теперь на липкость праймера я втираю эту самую втирку. Почему именно на липкость праймера, а не на дисперсионный слой, например, базы? Дело в том, что именно эти верхние формы с внутренней стороны имеют вот эту вот самую текстуру. И если бы я нанесла слой базы, пускай даже самый тонкий, то вот эта текстура, она просто-напросто бы пропала. Текстура не глубокая, мне хотелось, чтобы она была максимально выражена, насколько это возможно. Сейчас, возможно, кто-то подумал, что проще, наверное, сделать наращивание, а втирку втирать уже сверху. Но насколько вы уверены в том, что ваша втирка хорошо вотрется в тот материал, которым вы сделаете наращивание? Мало того, если вдруг у вас там что-то не срастется, вам придется наносить тонкий слой топа, затем втирку, и от этого, собственно, эта самая текстура пострадает. А тут с лицевой стороны вы сразу можете посмотреть ту текстуру, которая у вас получится. К тому же, вот именно в таком варианте втирка будет заполимеризована с гелевым материалом, и она уже будет практически закреплена, и тонкого слоя топа будет вполне достаточно. Далее для верхних форм я беру слайм-гель, который предназначен именно для верхних форм. У меня конкретно это слайм-гель от компании Born Pretty. Тут консистенция как у пластилина, и процесс выкладки очень напоминает именно лепку пластилином. Торцом типса набираю материал с баночки и подушечкой пальца распределяю его по всей длине верхней формы. На этом этапе рекомендую уделить максимум внимания выкладке материала вдоль линии кутикулы до точек вроста, ну примерно до точек вроста. Просто убедитесь, что материал там точно есть. Свободный край как-то сейчас вот на этом этапе хорошо там выкладывать нет смысла. Чуть позже вы поймете почему. Кто-то в комментариях меня спрашивал, как определить, какое количество материала нужно для выкладки. Со слайм-гелем не бойтесь ошибиться. Самое главное – выложить материал тонким слоем вдоль линии кутикулы и по бортикам. А всю основную массу просто сводите к свободному краю. Если вы чувствуете, что выложили мало материала, просто его добавьте. Если вы чувствуете, что перебор, не нужно пытаться убрать лишнее, во всяком случае на этом этапе. Просто хорошенько утрамбуйте материал вдоль линии кутикулы примерно до точек вроста. Убедитесь, что материалом вы заполнили всю внутреннюю площадь верхних форм. И еще такой момент. Когда вы уже плюс-минус выложили материал, убедитесь, что на бортах верхних форм материала нет. Достаточно будет пальчиком пройтись по периметру, если там материала нет, хорошо. Если нет, то просто утрамбуйте его вовнутрь. Если проигнорировать это секундное действие, то в процессе установки именно оттуда будет лезть в материал, и в итоге образуются заплывы, затеки, которые нам абсолютно не нужны. Ну вот, собственно, заготовки верхних форм с дизайном уже готовы. Теперь самый важный момент, а именно подготовка натуральной ногтевой пластины к наращиванию. Я удалила старое покрытие, сделала маникюр и теперь пилочкой 180 грит без нажима, просто слегка, ну, скажем так, царапаю ногтевую пластину. Затем безворсовой салфеткой, смоченной в ацетоносодержащей жидкости, удаляю вот эти все соринки и мусоринки. Затем тонким слоем наношу базу. В моем случае это латекс бейс от компании ASR Studio. Слой тонкий, я не могу сказать, что он прям совсем втирающий, но и не выравнивающий, не толстый слой.
Вообще слайм-гель от компании Beauty заявлен как гипоаллергенный. По заявлению производителя, данный слайм-гель можно устанавливать прямо на натуральную ногтевую пластину. То есть нанесли праймер и прям тут же устанавливаем слайм-гель. Но я пока что не рискую, поэтому сделала подложку базой. Ну что ж, пора устанавливать гелевые типсы с дизайном. В этот раз также буду устанавливать их максимально близко к кутикуле. Под углом 45 градусов прикладываю типс к ногтевой пластине, затем слегка подталкиваю типс ближе к кутикуле, прижимаю именно вдоль линии кутикулы в первую очередь и потихоньку двигаюсь к свободному краю. Таким образом лишний материал выходит у нас у свободного края. Таким образом, ни вдоль линии кутикулы, ни вдоль линии боковых валиков не будет никаких затеков. За счет своей консистенции слайм-гель хорошо держит типс, поэтому на этом этапе вы спокойно можете поправить этот типс, проверить параллели, в общем, установить типс именно так, как нужно. На лишний материал с внутренней стороны сейчас внимания не обращаем. Главное правильно установить типс. Все. Для того, чтобы не полимеризовать каждый ноготок по отдельности, и при этом типс куда-то там у меня не скосился, слегка прихватываю ОФ фонариком, буквально 3 секунды у линии кутикулы. Как устанавливала на другие ноготки не стала показывать, покажу вот еще как устанавливала на большом пальчике, потому что тут у меня как раз такая ситуация, когда материала было очень много выложено в гелевый типс. Также изначально устанавливаю типс под углом 45 градусов и немного вот так вот потихонечку его сдвигаю ближе к линии кутикулы. Прижимаю там же у линии кутикулы и потихонечку опускаю форму. И вот тут хочу обратить ваше внимание на то, как много материала было изначально выложено в этот гелевый типс. При этом он весь ну вот лишний материал, он весь выдавился именно к свободному краю. Вдоль боковых валиков, вдоль линии кутикулы никаких затеков, никакого материала не вылезло. Когда типс установлен именно так, как нужно, я немножко фонариком фиксирую именно у линии кутикулы. У меня мощный фонарик, для фиксации хватает буквально 3 секунд. Старым фонариком я прихватывала, ну там, секунд 10. И вот теперь абсолютно спокойно можно заняться теми самыми излишками, которые у нас вылезли вдоль свободного края. Апельсиновой палочкой я удаляю основную массу, при этом вот если бы это был слайм-гель по консистенции как пластилин, я бы могла это сделать одним махом. Но вот этот слайм-гель, вот как-то он прям такой вязкий какой-то, ну, более жидкий по консистенции, поэтому вот в 2 этапа. При этом, заметьте, у меня там открылся вот этот вот самый треугольник, да, вдоль улыбки от Френча, и вот теперь этот, ну, вот этот вот пустой, скажем так, просвет я заполняю уже, ну, вот тем материалом, который у меня там остался. Помните, я говорила, что мое родное ногтевое ложе меньше, чем то, которое я выкладываю. И вот тут вот, вот и наглядно показала вам, да, насколько оно, собственно, меньше. Видите, да, как пластилин, в принципе, собираю его просто и леплю, делаю такой плавный переход. И вот тут я могла бы, конечно, полностью свести этот материал на нет, но вот из-за вот этого вот треугольника, который просвечивает, мне пришлось на каждом пальчике выкладывать, ну, вот так вот материал. И все равно, вот вы видите, да, у Френча вот этот треугольник, он просвечивает. Тут я вам решила показать разницу гелевых типс от компании Beauty от тех типс, которыми я наращивала до этого, более бюджетных. Дело в том, что вот в распаковке я говорила, что у этих типс вот есть даже какой-то вот такой вот апекс, при этом нижняя параллель, она прямая. И вот тут вот вы сами видите, то есть вот какие в итоге получаются нарощенные ноготки. Тут еще пока никакой ступеньки ничего не убирала, вот просто после полимеризации показываю. Ступенька есть, но она незначительная, тем не менее пилить я ее не буду, так же, как и в прошлом видео, буду ее размачивать.
безворсовую салфетку, обильно смачиваю в ацетоносодержащей жидкости и вот таким образом прохожусь пальчиком, да, подушечкой пальцев. При этом подушечка пальцев, она очень хорошо чувствует эту линию, да, перехода, поэтому вы точно будете знать, когда остановиться. В прошлом видео я побаивалась, так как это был эксперимент, ну а тут я уже абсолютно ничего не боюсь. На каждый ноготок уходит примерно по 20-30 секунд. За это время у вас подплавится только гелевый типс, поверьте мне, никакой другой гелевый материал, заполимеризованный гелевый материал не растворится. В любом случае, для дальнейших действий нам нужно хорошо обезжирить поверхность гелевого типса. Ну а тут получается, что вдоль линии кутикулы мы просто его очень хорошо обезжириваем. Единственное, имейте в виду, что жидкость должна быть обязательно ацетоносодержащей. В противном случае подплавить типс быстро не удастся. Вот таким способом можно убрать ступеньку и сделать плавный переход от гелевого типса к ногтевой пластине. Вообще процесс наращивания гелевыми типсами настолько быстро и легко проходит. Вот знаете, честно, у меня на снятие старого материала, на маникюр уходит гораздо больше времени, чем на сам процесс наращивания. Тут раз-два, хобана, и уже наращивание готово, так еще и с дизайном. Конечно же, поначалу у меня тоже случались затеки, наплывы. Если вдруг у вас появился какой-то затек, просто до полимеризации слайм-геля его уберите, и тогда и все будет в порядке. Кстати, вот тут вот, если бы не промашка с прозрачностью слайм-геля, то, в принципе, вот я бы нанесла тонкий слой жесткой базы. Этот слой нам нужен для того, чтобы последующие материалы хорошо держались на гелевом типсе. Просто перекрыла бы топом, и все. Наращивание на этом с дизайном было бы готово. Кстати, посмотрите, какой в итоге получился френч. Усики все, ну, на месте, примерно в точках роста. Я не люблю, знаете, задранные усики. Конечно, ногтевое ложе можно было бы сделать подлиннее, но, как по мне, для первого раза вообще отличный результат. К тому же еще и на правой руке. Ну, то есть вот левой рукой я бы себе точно такую не нарисовала. Если бы не полупрозрачный слайм-гель, вот так и оставила бы, потому что цвет мне очень нравится на ногтевом ложе. Посмотрите, вот это просто вот а-ля натурель. Ну, в итоге решила немного прикрыть эту прозрачность. Кстати, жесткую базу я наносила, знаете, таким средним слоем, без выравнивания. Поэтому тут прохожусь слегка бафиком для того, чтобы выровнять поверхность, так как перекрывать все это дело в итоге буду глянцевым топом. Конечно же, стемпинг мне в помощь. С пластиной для стемпинга от компании Aprotega отпечатываю линейные цветочки. Это, ну вот, выбрала такой рисунок, именно линейный, для того, чтобы полностью не перекрывать сам френч. Кстати, в распаковке показывала вот эту вот силиконовую кисточку для макияжа, но ею так удобно убирать лишнее с силиконовой подушечки, ну вот просто песня. Озвучивая видео, вот я сейчас смотрю на экран и понимаю, насколько же мне тяжело отпечатать стемпинг левой рукой. Кстати, а вы знали, что пластины от Aprotega, джирки теперь можно приобрести и на Валберес, представляете? Причем они там по бюджетной цене, даже дешевле, чем на Алиэкспресс. Не знаю, как это возможно, но вот это факт действительно. И при этом, получается, теперь не нужно будет долго ждать. Вот я не знаю, как можно не любить стемпинг, ведь им можно прикрыть практически любой косяк в наращивании, причем элегантно прикрыть, как будто именно так и задумано было. Френч отлично виден, а вот эта прозрачность вдоль линии улыбки френча абсолютно уже не бросается в глаза и никак не нервирует. Ну, а тут мне остается только перекрыть дизайн топом. Использую топ от компании Beauty Lux Crystal Top без липкого слоя. Производитель уверяет, что этот топ даже через 4 недели будет оставаться таким же глянцевым, как и в день нанесения. Также по заявлению производителя данный топ отлично подходит для закрепления втирок, пигментов, слайдеров. И на втирках мы с вами обязательно этот топ также протестируем. Ну а я перехожу к своей левой руке. На 4 пальчиках у меня латекс бейс от компании AS Art Studio. На большой пальчик я нанесу пилов базу от компании Beauty Lux.
Этот эксперимент я делаю для того, чтобы посмотреть, сколько по времени продержится наращивание на этой базе и насколько легко будет потом уже снять это наращивание. Если процесс снятия будет занимать меньше времени, то почему бы и нет? Но тут я должна пояснить. Дело в том, что наращивание при помощи слайм-гелей, оно настолько хорошо держится, то есть вы просто забудете, что такое отслойки. Мало того, э, понимаете, многие знают, что слайм-гель проще отрастить, понимаете, нежели его спилить. Как вы знаете, я люблю экспериментировать, мне самой очень интересно, что из этого в итоге получится. Ну и, конечно же, я поделюсь потом уже с вами результатом. Я уже второй день озвучиваю это видео, и если кто-то забыл, так же как и я, на левой руке наращивание верхними формами, но также при помощи слайм-геля. Тут верхние формы с текстурой, заготовки были сделаны заранее. На самом деле при установке тут я делаю все абсолютно точно так же, как и с гелевыми типсами. Единственный момент, верхние формы, они, ну, как сейчас выглядят, знаете, так вот громоздко. Когда мы снимем вот эту вот верхнюю форму, там будет все хорошо. Вот только вот это, а все остальное точно так же, как и с гелевыми типсами. Под углом 45 градусов приставила, чуть-чуть подвинула ближе к кутикуле и от кутикулы начинаю прижимать ближе к свободному краю. Тут у нас слайм-гель специально для верхних форм. Он по консистенции как пластилин, никуда не затекает, не убегает. Этот процесс вы можете абсолютно спокойно сами контролировать. Если правильно устанавливать верхнюю форму, либо гелевый типс, то лишний материал у вас будет выдавливаться именно вдоль свободного края, но никак не по бокам, никак не на боковые валики. Фонариком немного фиксирую слайм-гель именно у линии кутикулы, для того, чтобы они у меня там вдруг как-то никуда не съехали. И вот теперь начинается все самое интересное. На этом этапе сейчас нам нужно сформировать именно свободный край. Вы знаете, в данном случае будет правильнее сказать, мы лепим свободный край. Подушечкой пальца утрамбовываю и свожу излишки просто вот на нет. Вот смотрите, вот такие вот шарики у меня, да, в итоге. Это вот лишний материал. Но тут на самом деле, я так полагаю, что без этого лишнего материала не обойтись. Поэтому вот я говорила, что в процессе выкладки материала, когда мы выкладывали материал в эти верхние формы, я говорила, что не стоит особо заморачиваться по поводу там как-то очень хорошо выложить свободный край, потому что мы это делаем именно на этом этапе. Причем я тут сама контролирую толщину, формирую вот этот вот плавный переход, да, с внутренней стороны, стараюсь именно слепить такой свободный край, чтобы потом мне не нужно было ничего выпиливать. Эту часть видео я специально не ускоряла, не замедляла, не монтировала, не вырезала, не обрезала. И вы сами можете убедиться в том, что на все про все мне понадобилось 2 минуты для того, чтобы сформировать свободный край на 4 ноготках. 2 минуты. Также стоит отметить, что я впервые делаю наращивание этим слайм-гелем при помощи верхних форм. Кто помнит, у меня было такое неудачное наращивание этим слайм-гелем при помощи гелевых типс. Так там просто гелевые типсы отскочили от этого слайм-геля. Если честно, когда я только затевала перенаращивание своих ноготков, я знала, что я буду наращивать и гелевыми типсами, и верхними формами. Я думала, что верхними формами я просто намучаюсь, поэтому, знаете, я решила так, гелевые типсы у меня будут на правой руке, то есть, да, то есть левой рукой я там по-быстренькому сделаю, а верхние формы я буду наращивать своей правой рукой на левой. Ну, потому что думала, что это будет все сложнее. Но тут все оказалось, ну, намного проще, чем я боялась.
Кстати, на этом этапе, если вдруг вы понимаете, что материала мало, вы можете его также спокойно доложить. Ну вот, если, например, у вас сильно клюющие ноготки, то такой, ну, может, да, такая ситуация возникнуть. У меня на всех ноготках материала было больше, чем нужно. В итоге, вот посмотрите, вот столько излишков я собрала. И это все можно опять-таки поместить в баночку и спокойно использовать для следующего наращивания. А тут вот я решила поджать большой ноготок, потому что он мне показался широким. И вы знаете, слайм-гель отлично поджимается, ну то есть абсолютно никаких проблем у меня не возникло. После полной полимеризации 60 секунд в 48-ваттной гибридной лампе снимаю верхние формы. И вот как же мне нравится вот эта текстура, которая в итоге получилась. Конечно же, ее было видно под верхними формами, но на ощупь это настолько приятно. То есть, знаете, вот трогаешь, и вот, знаете, нету такого, что где-то что-то торчит, где-то что-то неровно. Вот так вот вроде бы текстура, и в то же время она такая гладенькая. Но, конечно же, это не гелевые типсы, поэтому тут без минимального опила просто не обойтись. Но опил действительно минимальный. Вдоль линии кутикулы все-таки у меня там образовалась такая небольшая ступенька. Ее, к сожалению, я подплавить не могу, как с гелевыми типсами, поэтому приходится ну, немножко дорабатывать уже пилочкой. Ну, вот там вот боковые параллели, вот это вот все свободный край, это все, знаете, тут вот по мелочи, буквально по мелочи. Единственный такой момент, пилочку лучше взять 180 грит. Материал, вот сам вот этот слайм-гель, он жесткий после полимеризации, очень жесткий, и спиливается он, знаете, не пылью, а вот действительно стружкой. Ну и финишное покрытие. Мы же с вами помним то, что сейчас, после того, как мы сняли верхнюю форму, у нас на поверхности тонкий слой втирки. Вот и закрепляем ее при помощи, опять-таки, Crystal топа от компании Beauty Lux. При этом топ стараюсь выложить тонким слоем, чтобы текстура все-таки чувствовалась. С внутренней стороны на обоих ручках я перекрыла свободный край при помощи матового топа. На самом деле вот на левой руке мне вот эта текстура очень понравилась именно в матовом исполнении, но вот решила просто этот топ протестировать по полной программе, поэтому поверхность перекрыла глянцевым топом, а с внутренней стороны матовым топом. Ну и вот такой результат у меня в итоге получился. На правой руке наращивание было сделано практически без опила. На левой руке попилить, конечно же, немножко пришлось, но это действительно был минимальный опил. С внутренней стороны я не пилила абсолютно ничего ни на правой, ни на левой руке. На правой руке, понятно, там гелевые типсы, там они сами по себе тонкие, но и на левой руке мне удалось выложить материал тонко, таким образом, что в итоге пилить ничего не пришлось. Тут вот, кстати, я попыталась показать вот эту вот текстуру под другим освещением, но на самом деле камера не передает вот всей вот этой красоты. В общем, текстура мне понравилась, формы также мне понравились. Кто помнит, там в наборе 5 различных форм, и мне прямо сейчас очень хочется, ну вот, наверное, в следующий раз наращу себе форму квадрат с такой же текстурой. Тут вот я показываю, какие по форме получились ноготки, при этом заметьте, что ноготки, которые были нарощены при помощи верхних форм, получились более плоскими, потому что у нас сверху вообще, кроме тонкого слоя топа, больше нет абсолютно никакого материала. Ноготки без апекса меня абсолютно никак не смущают, я даже люблю такие тонкие ноготки, главное, чтобы это все хорошо держалось и носилось. Гелевые типсы от компании Beauty Lux мне также очень понравились. На мой взгляд, они правильно выполнены именно с точки зрения архитектуры. Во всяком случае, для моих ногтей они идеально подошли. Если вы у меня спросите, достану ли я верхние формы с далекого ящика, да, действительно достану, но наращивать я буду именно на слайм-гель, потому что это, на мой взгляд, быстро, удобно, комфортно. В общем,
Во всяком случае, у меня, повторюсь, никаких проблем абсолютно не возникло. Возможно, первое наращивание обманчиво, время покажет, но пока что на момент озвучки все хорошо и мне все нравится. В дальнейшем я планирую именно делать наращивание на одной руке на гелевые типсы, а на другой руке на верхние формы. Но и там я буду использовать все-таки слайм-гели. Кстати, вот этот принт змеиной чешуи, вот именно в таком цветовом решении, на мой взгляд, очень похож на хвост русалки. Вот что-то такое. Не знаю, или мне это просто кажется. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня сердечком, смайликом или плюсиком в комментариях. Я буду вам очень признательна. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!